Всем привет! Вы на канале Юзуру Ханю Лайв. Сегодня вы увидите блиц-ответы на вопросы фанатов с передачи Асахи ТВ с Юзуру Ханю. Вопросы для этой программы собирали в Твиттере. Если бы в связи с переходом в профессионала могли бы получить в подарок одну из волшебных вещей Доraemon, что бы вы выбрали? Дверь куда угодно. Какая из стран, в которой вы бывали, вам понравилась и оставила глубокое впечатление? Финляндия. Третий вопрос. Какое соревнование было для вас самым нервным? Произвольная на Сочинской Олимпиаде. Четвертый вопрос. Какое слово из синдайского диалекта вы часто используете? Идзуи. Противно, неудобно. Пятый вопрос. Хотите ли вы бросить вызов чему-то, не связанному с фигурным катанием? Сейчас это танцы. Я хочу заниматься хип-хоп танцами. Чем вы увлечены в последнее время? Увлечен ритмической гимнастикой. Седьмой вопрос. Какой тофу предпочитаете, шелковый или хлопковый? Шелковый. Вы чего-то боитесь? Ну, она, наверное, разозлится, но я боюсь моего первого тренера. Переходим к девятому вопросу. Вы хотели заниматься бейсболом. Если бы вы стали профессиональным игроком в бейсбол, какую позицию вы бы занимали? Игрок второй базы. Хочу играть в защите. Хани-кун, вы все делаете искусно. Есть ли что-то, чего вы не умеете? Я в целом не умеха. Что у меня плохо получается? Все у меня плохо получается. Все, кроме фигурного катания. Некоторые ответы были неожиданными. Вы сказали, что хотите себе дверь куда угодно. Если бы она была у вас, куда бы вы пошли? Ну, например, во время шоу, да и соревнований тоже. Я бы как следует отдыхал у себя в комнате. Отдыхали бы до последнего, а потом прямиком на место проведения? Да-да, я очень тяжело переношу перемену обстановки, поэтому перед мероприятием я хотел бы потренироваться на своем катке, а потом сразу пойти туда. Вопреки ожиданиям, вы сказали, что сильнее всего нервничали на произвольной программе в Сочи. Ты много страдал. Что было для тебя болезненным? Короткая в Пекине. Я очень нервничал, но произвольная в Сочи была самая тяжелая физически. Произвольная ведь она очень длинная, и она наносит сопоставимый ущерб? Да, я до этого ни разу не приземлял первый прыжок на соревнованиях, поэтому был не уверен в себе. И думал о том, что если я его не выполню, то двукратным чемпионом мне точно не быть. Вот как? Вы считали, что должны победить там? Да-да, я думал, что если я не одержу победу в 19, то я сделаю это в 23 и потом уйду в профессионалы. Но двукратного чемпионства уже не вышло бы, и напряжение из-за этого было очень большим. Вы не хотели, чтобы перед вами закрылась дорога, на которую вы были нацелены с 16 лет? На своей первой Олимпиаде ты катался, думая о двукратном чемпионстве. Других таких спортсменов, наверное, нет. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, какой вам вопрос понравился больше всего и ответ на него. Всем пока!